сильно противоречив для меня. Этот последний год моей первой жизни, оборвавшийся в феврале 1937 года. Было очевидно, что я на всех парах качусь в пропасть. В это время вошел в жизнь страшный термин «враг народа». В это лето умер Горький, и на его похоронах я в первый и последний раз в жизни видела Сталина. Я шла в рядах Союза писателей, так что имела возможность очень близко разглядеть его. Я не солгу, если скажу, что я без всякого обожания рассматривала тогда его лицо, поразившее меня своей некрасивостью и несходством с тем царственным ликом, который благостно взирал на нас с миллионов портретов. Даже больше, чем из обожания. Правильнее будет сказать затаенной враждебностью, хотя еще и неосознанной, слабо мотивированной, инстинктивной. А что творилось вокруг меня в этом отношении? Рядом со мной шел Федор Гладков, уже тогда старик. Надо было видеть религиозный восторг на его лице, когда он взглядывал на Сталина. А с другой стороны шла начинающая писательница из Вологды. Я запомнила экстатическое исступление, с которым она шептала: «Видела Сталина, теперь можно умереть». И хорошо запомнила вспыхнувшее во мне в ответ чувство раздражения и отчетливо прозвучавшее в моем мозгу слово «идет». По-видимому, какое-то шестое чувство подсказывало, что этот человек будет моим палачом. Последние 2,5 месяца до момента ареста я провела в мучительной борьбе между доводами рассудка и тем неясным ощущением, которое Лермонтов назвал пророческой тоской. Умом я считала, что арестовывать меня абсолютно не за что. Однако, вопреки всем доводам рассудка, меня не оставляло предчувствие близкой гибели. Казалось, если в центре железного кольца, которое все сжимается, скоро меня раздавят. Между исключением из партии и арестом прошло 8 дней. Все эти дни я сидела дома, закрывшись в своей комнате, не подходя к телефону, ждала. Все мои близкие ждали. Мама и муж попеременно дежурили около меня. Мама жарила картошечку. «Поешь, деточка, помнишь, что любила такую, когда была маленькая?» Муж, возвращаясь откуда-нибудь, звонил условным звонком и вдобавок громко кричал: «Это я, откройте!» И в голосе его звучало: «Это еще я, а не они». Ночью ожидание ареста было особенно жутким. Но это случилось как раз днем. Я глазила белье. Меня часто тянуло теперь на физическую работу. Она отвлекала мысли. Муж читал свою книгу, рассказы Валерии Герасимовой. Вдруг зазвонил телефон. Звонок был такой же пронзительный. Несколько минут мы не подходим к телефону. Мы очень не любим сейчас телефонных звонков. Потом муж произносит тем самым, неестественно спокойным голосом, которым он теперь так часто разговаривает: «Это, наверное, Луковников. Я просила его позвонить». Он берет трубку, прислушивается, бледнеет, как полотно, еще спокойнее добавляет: «Это тебя, Женюша, Веверс, НКВД». Начальник секретно-политического отдела НКВД Веверс был очень мил и любезен. Голос его журчал, как весенний ручеек. «Приветствую вас, товарищ. Скажите, пожалуйста, как у вас сегодня со временем?» «Я теперь всегда свободна. А что?» «О, всегда свободна? Так вы, значит, могли бы сегодня со мной встретиться? Видите ли, нам нужны кое-какие сведения, дополнительные сведения». «Когда прийти?» «Да как вам удобнее. Хотите сейчас, хотите после обеда». «А вы меня долго задержите?» «Да минут так 40, может быть, час». Муж, стоящий рядом, все слышит и знаками, шепотом настойчиво мне советует идти сейчас. Я заявляю Веверсу, что приду сейчас.
Муж помогает мне торопливо одеться, мы выходим из квартиры, и за нами захлопывается дверь. Я и сейчас помню этот звук. Все. Больше я уже никогда не открывала ту дверь, за которой я жила. Долго идем молча. Погода прекрасна. Яркий февральский день. Снег выпал только утром, он еще очень чист. Последний раз идем вместе, Паша. Я уже государственная преступница. Не говори таких глупостей, Женюша. Я уже говорил тебе, если арестовывать таких, как ты, то надо арестовывать всю партию. Иногда мне мелькает такая безумная мысль. Уж не всю ли собираются арестовывать. Но вот и знаменитый дом. Черное озеро. Прощай, Паша. Мы жили с тобой хорошо. Я устремляюсь в бюро пропуска, но вдруг слышу срывающийся голос. Женюша! Оглядываюсь. До свидания, Женюшенька! И взгляд. Пронзительный взгляд затравленного зверя, измученного человека. Тот самый взгляд, который потом так часто встречался мне там. Я открыла дверь очень смело. Поднимаясь на второй, потом на третий этаж. По коридорам деловито проходят люди. Из-за застекленной двери раздается треск пишущих машинок. Вот какой-то молодой человек даже рассеянно кивнул. Я обронил «Здрасте». Самое обыкновенное учреждение. И я теперь уже совсем спокойно поднимаюсь на 4-й этаж и на секунду останавливаюсь у двери комнаты номер 47. Стучу и, не расслышав ответа, переступаю порог. Сразу сталкиваюсь со взглядом Веверса. Глаза в глаза. Их надо бы в кино крупным планом показывать. Такие глаза. Совсем голые, без малейших попыток маскировать цинизм, жестокость, сладострастное предвкушение быта, которым сейчас будет подвергнута жертва. К этому взгляду не требовалось никаких словесных комментариев. Я вежливо здороваюсь с ними, не дождавшись предложения сесть, с удивлением спрашиваю. Можно сесть? Садитесь, если устали. Пренебрежительно роняет он. На лице его та самая гримаса, смесь ненависти, презрения, насмешки, которую потом так часто видела у работников этого аппарата, а также у начальников тюрем и лагерей. Эта гримаса, как потом выяснилось, входила в программу их профессиональной подготовки, и они ее репетировали перед зеркалом. Но тогда, столкнувшись с ней впервые, я была уверена, что она выражает персональное отношение Веверса ко мне. Несколько минут проходит в полном молчании. Потом он берет чистый лист и пишет на нем крупно, медленно, чтобы мне было видно. Протокол допроса. Потом вписывает мою фамилию по мужу. Я поправляю его называемую отцовскую фамилию. Гинзбург. Евгения Гинзбург. Что, бережете его? И поможете. Он снова поднимает на меня глаза. Сейчас они уже налиты серой тягучей скукой. Ну-с, так как же ваши партийные дела? Вы ведь знаете, что меня исключили из партии. Еще бы, предателей разве в партии держат? Почему вы бронитесь? Бронитесь? Да вас убить мало, вы ренегат, агент международного империализма. Шутит он, что ли? Неужели такое можно всерьез? Нет, не шутит. Распаляя себя все больше, наверное, всю комнату осыпая меня ругательствами. Правда, это еще пока только политические оскорбления. Ведь это только февраль 1937 года. К июню он нужно будет угощать арестованных самой отборной площадной руганью. Он заканчивает длинный период ударом кулака по столу. Стекло на столе звенит. Под аккомпанемент этого дискантового звука на меня обрушивается в заключительный аккорд двухлетней пытки короткая фраза. Надеюсь, вы поняли, что вы арестованы? Что? Незаконно. Я не совершала никаких преступлений. Еле ворочая сухим языком произношу я. Что? Незаконно? А это что?
санкция прокурора на ваш арест. 5 февраля датировано, а сегодня 15. Все руки не доходили. Мне уже сегодня звонили из одного места. Что это, говорят, у вас враги народа свободно по городу разгуливают? Я встаю и делаю шаг по направлению к телефону. Дайте мне возможность сообщить домой. Он весело хохочет. Уморите вы меня. Да разве заключенным разрешают телефонные разговоры? Тогда сами позвоните. Успеете. Аксенова это не так уж и интересует. Он ведь от вас уже отказался. Нечего сказать. Пикантно. Член правительства, член бюро обкома, такая жена. Да и сейчас не в этом дело, надо протокол заполнять. Отвечайте на мои вопросы. Он что-то пишет, потом прочитывает мне вопрос. Следствию известно, что вы являлись членом подпольной террористической организации при редакции газеты «Красная Татария». Подтверждаете ли вы это? Это бред! Никакой организации не было. Нигде я не состояла. Молчать. Снова удар кулаком и жалобный дистантовый отзвук стекла. Вы мне этот дамский тон бросьте. Отгуляли, дама. Теперь за решетку. Разве вы имеете право кричать и стучать на меня? Я требую встречи с начальником управления товарищем Рути. Ах, вы требуете? Ну, мы вам покажем требования. Капитан Вейерс нажимает кнопку звонка. Появляется женщина в форме тюремной надзирательницы. Обыскать. Я еще совсем неопытная заключенная. Все мои сведения о тюремных порядках ограничиваются воспоминаниями старых большевиков да книгами о народной воле. Поэтому я не только с омерзением, но и с удивлением слежу за движениями этих бесстыдных рук, шарящих по моим карманам, с польскими улиточными ползками, пробегающих по моему телу. Личный обыск закончен. Из орудий террора обнаружены случайно оказавшиеся в сумочке ножницы для маникюра. Капитан Вейерс нажимает другую кнопку. Появляется конвоир, мужчина. Вейерс снова с ненавистью и презрением смотрит на меня в упор своими свинцовыми глазами. А теперь в камеру, в подвал. И будете сидеть до тех пор, пока не сознаетесь и не подпишете все. Шли дни за днями. Тюремные будни обрели некий ритм, определяемый выдачей пятка, 15-минутной прогулкой в тюремном дворике, по 2 взятых на перевес штыками, обедом, оправкой. Следователи как будто забыли о моем существовании. Моя соседка по камере Ляна сказала: Это они нарочно. Меня вот уже 3 недели не вызывали. Это чтобы человека сатанело от тюрьмы и начал с отчаяния подписывать всякую галиматью. Но я была так истерзана первым знакомством с чернозерским правосудием, что была рада этой передышке. А мы давайте не отстанем, Ляна. Даже используем это время для изучения обстановки. Вы ведь сами говорили, как важно завязать связи. Он ведь все стучит, правда? Да он все стучал, наш сосед слева каждый день после обеда. Но измученная допросами, я еще как следует не прислушалась к этому стуку. А Ляма приходила в отчаяние при постижимости тюремной азбуки. Постепенно мы установили одну закономерность. В те дни, когда наш сосед слева ходил на оправку раньше нас, это мы безошибочно определяли по шагам в коридоре. В уборной на полочке для мыла, просыпанному тонким слоем зубного порошка, обязательно было выдавлено чем-то тонким. Может быть, булавкой. «Привет!» И когда мы возвращались в камеру, соседка стукнула нам в стену что-то короткое, лаконичное. И тут же замолкала. Эти стуки отличались от его длительных послеобеденных передач, которыми он старательно пытался обучить нас тюремной азбуке. Так продолжалось несколько
раз, и, наконец, меня осенило. «Привет!» Он выстукивает «привет» и пишет и выстукивает одно и то же слово. Теперь, когда мы знаем слово, мы ведь можем сообразить, как обозначаются входящие в него буквы. Почитали? Поняла. Каждая буква обозначается двумя видами стуков, раздельными и частыми. Всего он постучал 6 букв, да? 6? То есть «привет». Восторженно прошептала Ляна. Впоследствии, сидя в тюрьмах долгими месяцами и даже годами, я имела возможность наблюдать, до какой виртуозности доходит человеческая память, обостренная одиночеством, полной изоляции от всех внешних впечатлений. С предельной четкостью вспоминаешь все когда-нибудь прочитанное. Читаешь про себя наизусть целые страницы текстов, казалось, давно забытых. В этом явлении даже есть нечто загадочное. В любом случае, после опознания выстуканного в стену привета, я была поражена той отчетливостью, с какой перед моим мысленным взором вдруг предстала страница с книги Веры Фигнер «Запечатленный труд». На этой странице приводилась тюремная азбука. Я взялась за виски и тоном сомнамбулы сказала Ляне, сама поражая свои слова. Весь алфавит делится на 5 рядов, в каждом 5 букв. Каждая буква обозначается двумя видами стуков, раздельными и частыми. Первая обозначает ряд, вторые место буквы в данном ряду. Потрясенные открытием, перебивая друг друга, забыв на минуту об опасности подслушивания тюремным надзирателем, мы составили нашу первую передачу. Она была коротка. «Кто вы?» – спросили мы своего соседа. Да, все было правильно. Через каменную глыбу мы почувствовали восторг нашего адресата. Наконец-то поняли. Венчалось успехом его беспримерное терпение. Там. Этим радостным мотивчиком он настукал, что понял нас. С тех пор именно этот стук стал условным знаком взаимопонимания. Там. И вот он стучит нам в ответ. Теперь уже не дурочкам, которым надо 1000 раз повторять привет, а понимающим людям, которым он сообщает свое имя. Сагидулин. Сагидулин? Что? Сагидулин? Ляне это имя ничего не говорит, но мне стучу гораздо смелее. Тот самый? Да, он подтверждает, что он тот самый Гарри Сагидулин, имя которого упоминается в Казани уже несколько лет, только с суффиксом «щина». Сагидулинщина. Но ведь он был арестован в 1933 году. Как он попал сюда сейчас? За стеной почувствовали мое смятение, поняли его причину, и вот я уже принимаю передачу. Был и остался ленинцем, клянусь 7-й тюрьмой. А дальше уже совсем что-то непонятное. Верьте мне, Женя. Откуда он знает, что я Женя? Откуда через стенку при такой изоляции узнал, кто сидит рядом? Слов не надо, и так ясно. Призрак провокации стоит перед нами. И он опять почувствовал, что означает наше замешательство. Терпеливо все объяснил. Оказывается, у него в оконном щите есть щелка. Давно видел нас на прогулке. Узнал меня, так как знал лицо, хоть и не были знакомы. Видел меня в Москве, в институте красной профессуры. Сидит один, привезли на переследствие. Предъявляю дополнительное обвинение. Пахнет вышкой. С этого момента наши тюремные будни насытились интересным содержанием, хотя внешне ничего не изменилось. Я узнала от Гарри, что всех, кто был арестован в 33-м и 35-м, привезли сейчас на так называемое переследствие. Гарри страстно ненавидел Сталина, и на мой вопрос о причинах всего происходящего кратко и твердо простучал. Физическое истребление лучших людей партии, мешающих или могущих помешать окончательному установлению его тирании. Впервые в жизни передо мной стала задача самостоятельного анализа обстановки и выбора линии поведения. Вы ведь не в гестапо попали. Звенели у меня в ушах слова моей разрешена. Да, все это было бы действительно проще, если бы это было гестапо. Я очень твердо знала, как должен вести себя коммунист, попавший туда. А здесь? Как должен коммунист вести себя в своей тюрьме?
Кто они, люди, держащие меня здесь? Переодетые фашисты? Или жертвы какого-то неслыханного обмана, какой-то изощренной провокации? Все эти мучительные вопросы я выстукивала Гарри, который был на десяток лет старше меня годами и на 15 по партийному стажу. Пошел второй месяц в тюрьме. Однажды в неположенный час после обеда загремел засов и замок на нашей двери. Вошли два надзирателя. Третье. Взволнованно шепнула Ляма. Горячий сезон, путевок не хватает, мрачно сестрила я. Через 10 минут дверь снова прогрохотала, и в камеру вошла молодая женщина с красными пятнами на щеках, с расширенными от ужаса глазами. Лицо показалось незнакомым. Оказалось, это Ира Егирева, аспирантка биофака университета. Я встречала ее в коридорах университета, знала, что это единственная избалованная дочка из профессорской семьи. Что она могла иметь общего с политическими преступниками? Какие извилистые пути могли привести ее сюда? 4 года тому назад она посещала семинар профессора Слепкова, даже немного пококетничала с красивым, талантливым профессором. И сейчас она арестована по обвинению в участии в группе правых. Была она очень беспартийной и понятия не имела, чем отличаются правые от левых, и вообще, с чем это все едят. Не успела Ира кратко ознакомить нас со своей трагикомической историей, как раздался стук в стену. «Я не один», — простучал Горей. Его новым соседом стал Барри Абдулин, второй секретарь обкома партии. Когда Абдулин отказался подписать предъявленный ему бред, его увели в стоячий карцер. Содержание в этом карцере относилось к числу тех особых методов, которым мне постоянно грозится арест. Карцер располагался в подвале подвала, то есть в самом подполье, куда не проникал ни один луч света. Раньше я думала, что стоячим карцер называется потому, что в нем нет табурета. Наивность. Стоячий карцер имеет такую площадь, на которой человек может только стоять, и то пустив вдоль туловища. Сесть там попросту нет места. То есть человек замурован в стене. Подавленные, мы сидели почти 2 суток в полном молчании. Даже Ира перестала расспрашивать меня, что такое правый фон, в котором меня обвиняют. И Горей не стучал. Настроение не изменилось даже тогда, когда мне принесли обещанную передачу от мамы. Я только тупо рассматривала махровый купальный халатик, присланный мамой, напоминающий о море, о пляже, о доброжелательных улыбающихся людях. На фоне этих воспоминаний еще рельефнее вырисовывалась фигура замурованного в стене человека. И не просто человека, а Барри Абдулина, который еще недавно делал на партактиве доклад о международном положении, который бегал по дачным аллеям, нельзя на плечах свою дочурку, который по воскресеньям играл в волейбол в одной команде со мной. Наконец раздался стук Горей. Приволокли без чувств, разрешили опустить койку, ввели камфору. Сейчас уже лучше. Просит папирос. Нет ли у тебя? Да, они были. 2 пачки. Не знаю, почему маме пришло в голову положить их в передачу. Я никогда не курила. Может быть, она думала, что в такой ситуации надо курить? Или приняла в расчет моих возможных товарищей? Так или иначе, они были. Но как передать? Горей простучал точную инструкцию. Если завтра нас поведут на оправку раньше, чем их, то мы должны захватить папиросы, неся их под полотенце. Та, что понесет, должна идти первой. Остальные 2, идущие гуськом, должны растянуться по возможности дальше. Когда входишь в коридорчик, ведущий в уборную и душевую, надо быстро наклониться и положить папиросы в отверстие под дверь душевой. Это налево. Та, что идет третьей, должна споткнуться о порог, задержав таким образом конвой. Мы стали напряженно готовиться к ответственной тонкой операции. Прежде всего возникла дискуссия внутри нашей камеры. Осторожная Ира возражала против передачи целой пачки.
Ее могут заметить, она будет высовываться. Тогда нас всех загонят в карцер. Ляма, наоборот, выдвинула программу максимум. Что значит несколько папирос для человека в таком состоянии? Обе пачки. И еще мыло в придачу. Да, пусть Женя отдаст ему туалетное мыло, присланное мамой. Пусть он, бедный, хоть умоется дочисто после такого ужаса. А то им, наверное, еще меньше, чем нам, обманочек дают. Я заняла среднюю позицию. Или обе пачки папирос, или одну пачку и мыла. Иначе обязательно попадемся. После долгих споров решили одну пачку папирос и мыло. Ляма сказала: Тогда давайте еще кусок сливочного масла. У нас ведь его в передаче целых 300 граммов. Знаете, как ему сейчас важно питание? Фосфор. Для мозга. Чтобы не потерять выдержку. Милая Ляма, когда в дальнейшем мне приходилось сталкиваться с подонками человечества, я старалась себя утешить мыслями о Ляме, о ее великодушии, бесстрашии, размахе. Упаковка нашей посылки тоже была делом хитрым. Ведь выражение «пачка папирос» это была чистейшая условность, так как сама пачка была разорвана и выкинута дежурным надзирателем. Папиросы передавались только в рассыпанном виде, и то после тщательной проверки каждой штучки, не спрятана ли в ней записка. Мыло тоже передавалось без обертки и было проткнуто во многих местах перочинным ножом. Масло в банке, даже самый ничтожнейший клочок бумаги, был здесь тяжелым криминалом. Чем же связать папиросы? Пробовали волосами. Мы с Лямой надергали друг у друга порядочный крючок, но волосы скользили и расплетались. Ах, мы глупые. Хлопнула себя по лбу Ляма. У нас ведь ниток сколько угодно. Мой махровый халатик. Из него были надерганы отличные, прочные нитки. Папиросы туго и надежно перевязаны. К неистову благоухающему земляничному мылу привязали 2 ломтика хлеба, густо намазанных маслом. Сама операция была проведена блестяще. Наиболее трудную ответственную задачу идти первой и положить папиросы в отверстие под дверь душевой взяла на себя Ляма. Я должна была идти третьей, возможно, более растягивая хану, и, главное, натурально споткнуться о порог, задержав таким образом надзирателя. Все разыгралось как по нотам. Ляма змейкой поскользнула в коридорчик, ведущий в уборную душевую, когда Ира, я и замыкающий шествие надзиратель были еще довольно далеко. Она отлично успела вложить папиросы и даже проверить, незаметно ли. Я так здорово инсценировала боль в коленке, споткнувшись о порог, что надзиратель даже буркнул: «Смотреть надо». 7-8 минут, которые прошли между нашим возвращением из уборной и приходом наших соседей, тянулись очень долго. Ну вот, наконец-то, грохот замка. Скорее бы уж заперли. Готово. Дежурный надзиратель удаляется в конец коридора. Там, да-да-да-дам, радостно выстукивает Горей. А потом уже медленно, членораздельно. Умные, смелые, добрые. У всех нас такое чувство, какое, наверное, испытывают солдаты после боя. Усталость и изумление перед собственным геройством. Быстрее всех от героических мыслей отвлекается Ляма. Она уже расспрашивает, красивая ли жена у Абдулина и хорошо ли она одевается. В самое неурочное время загремел замок нашей камеры. «С вещами на выход!» Меня? С вещами? Значит, совсем? Страшное волнение охватывает всех нас. Это на волю, домой. Выпалила Ира, наиболее склонная к иллюзиям. К нашим зайдите. И пусть они в знак того, что вы были, что они все узнали обо мне, положат в передачу конфеты. Снежинка. Побледневшая Ляма прикрикнула на Иру. Бросьте ерундить. Чего это после почных ставок ты вдруг домой? Не в карцере? Или вы так? Все разъяснил стук Горея, как всегда отлично информировано. Во дворе черный ворон. Собирают этап из тех, у кого окончено следствие. Отвозят в тюрьму на улице Красина. Здесь нужны места для новых. В тот день я впервые столкнулась с той разновидностью душевной муки, которую приносит тюремное расставание.
Нет более горячей дружбы, чем та, что связана тюрьмой. И вот теперь разрываются эти кровные узы. Те самые руки, которые отобрали у меня мужа, мать, отбирают теперь милую сестричку Ляму и верного друга Горея. Ходим друг от друга навсегда, бесследно, как будто в смерть. А может быть и действительно в смерть. Ведь у всех нас, кроме, может быть, Лямы, большие шансы на высшую меру. Косыночку на память, Женечка, родная. Дрожащими руками Ляма сует мне китайский шелковый платочек. Я отдаю ей свое кашне. Бросаемся друг друга на шею с короткими рыданиями. Косыночку, соблазнительную, заграничную, в лагере у меня уже потом украли уголовницу. Ляму я больше никогда не встречала, и о ее судьбе ничего не узнала. Только в памяти навсегда остались золотые волосы, добрые, ловкие руки и глаза, круглые до карие, горячие до гари. Волнение Горея передается даже через толстенную стену. На ней вспыхивают полные дружбы и преданности слова, немного патетические, как всегда у Горея. Прощай, родная, мужество и гордости. Верю в нерасторжимость кровных тюремных уз. Помни до смерти, она правда недалеко. Впрочем, кто знает, может, оковы тяжкие падут, темницы рухнут. Позже я узнал, что Горея расстреляли. В коридоре идет бурная организационная работа. Собирается этап в старую тюрьму. Мое имущество узлов с бельем галантно выносит конвоир. Мне вдруг неожиданно возвращают часы. Они не заводились с того памятного дня. Они все еще показывают 2 часа дня 15 февраля 1937 года. Дата моей гибели. Ведь все, что шло потом, это были посмертные блуждания в аду. А может, в чистилище? Может, Горей прав, еще падут тяжкие оковы? Что было бы со всеми нами, если бы не обманчивый свет этой постоянной надежды? Спецкорпус с его чистотой и раскладушками теперь уже не для меня. Я теперь пересыльная, находиться должна в пересыл. Меня везут в Пугачевскую башню. Да, здесь теперь пугачевцы. Моя соседка Панара, Анна Жилинская история подробно характеризует архитектуру, узкие прорези окон, витую лестницу. Я говорю соседка Панара, но это не совсем точно. Не соседка, а напарница. Мы с ней спим на том же кусочке нар, на парах, нары сплошные. Камера набита вдвое плотнее, чем позволяет ее размер. Те, кто не пристроился на нарах, спят на каменном полу. Даже большой некрашенный стол используется по ночам как ложе. Август 1937 года в Москве выдался знойным. Духота изводит нас. Мы снова сидим грязные, потные. Ежедневно прибывают новые, уже совершенно неизвестно, куда их класть. Администрацию тюрьмы это ничуть не беспокоит. На то и пересылка. Передачи здесь уже окончательно никто не получает. Сидим на одной пайке. Состав заключенных здесь значительно демократичнее, чем в спецкорпусе. Много совсем простых женщин, работниц, колхозниц, мелких служащих. Все они по большей части обладатели 10-го пункта 58 статьи, антисоветские агитаторы. Все они получили по 5-8 лет лагерей. Моя цифра 10 лет, да еще тюремного заключения, да еще со строгой изоляцией, да по военной коллегии, вызывает в камере настоящую сенсацию. Кроме меня, с 10-летним сроком была здесь только еще одна, баба Настя, 65-летняя старуха из подмосковного колхоза. Каким чудом ей выпал такой крупный билет в этой лотерее, сказать трудно. Даже камерная молва становилась в тупик, не знаю, как сочетать зловещие слова о троцкистской террористической организации с мягкими чертами морщинистого лица бабы Насти, с ее горестными глазами истовой богомолки. Сама баба Настя недоумевала больше всех, и услыхав
сказав, что я такая же, как она, потащила моим на свой узлок с вещами и села на него у меня в ногах. А что, доченька, ты тоже стала быть трактистка? Нет, баба Настя, я самая обыкновенная женщина, учительница. Все это не Борису следователи и судьи выдумали. Они, наверное, вредители. Потерпим, баба Настя. Я думаю, разберутся. Баба Настя мелко кивает старушечьей головой до самой брови, обвязанной платком. Вот и про меня, видишь, ты, доченька, наговорила. И прописали трактистка. А я, веришь, доченька, вот как перед истиной. К ему, пока я на трактору не подходила вовсе. И чего вы думали, трактистка? На старуху не ставят, на трактор-то. Кто-то из соседей заливается хохотом. А мне не смешно, мне стыдно. И когда я только перестану стыдиться и чувствовать себя ответственной за все это... В Пугачевской башне я пробыла только 2 недели, но это было тяжелое время. Особенно тяжело было ночью, когда очень спать было не мне, а Анне, а мне приходилось сидеть на краешке нары у ее ног, борясь со сном. И я вставала с полубредовыми снами наяву. Страшное человеческое месиво, стонущее, чешущееся, кряхтящее. Казалось, в такие минуты огромные могилы, куда свалили недостреленных. В одной из таких ночей появились корпусные 3 надзирательницы сразу, с длинными листами бумаги в руках. Большой этап. Читаю список. Люди вскакивают и судорожно хватаются за свои тряпки, точно в них вся надежда на спасение. Большой этап. Там, где каторжный труд, там, где лес не почат, необъятной заснеженной шире. Наши песни поют, наши цепи звенят, наши рыбы стоят о Сибири. Наши песни поют, наши цепи звенят, наши рыбы стоят о Сибири.